Всем привет, друзья! Сегодня пеку кребли. Кребли по этому рецепту получаются мягкие, воздушные, долго не черствеют. Готовятся они очень просто из доступных продуктов. В сотейник отправляю 500 мл кефира, 1,5% жирности. На жирность обращайте внимание. Строго следуйте рецепту. Далее добавляю сюда 330 грамм сливок. Сливки 30% жирности. Продукты вот только что достала из холодильника. Их нужно будет погреть до теплого состояния. Сюда же добавляю 70 грамм подсолнечного масла без запаха. Масло замеряла в граммах. Сливки тоже замеряла в граммах. Ставлю на плиту. Пока молочные продукты нагреваются до теплого состояния, нам нужно будет взбить яйца. 4 яйца, чайная ложка соли, 2 столовые ложки сахара. Сахар для баланса вкуса. Яйца можно и не взбивать, но взбитые яйца придают креблям такую особую воздушность, и кребли получаются такие внутри с дырочками. Теперь добавляю сюда теплую молочную смесь и продолжаю где-то около 1 минуты взбивать. Высыпаю 1 килограмм просеянной муки. Муку использую под номером 405. Обычная белая мука. Замешиваю тесто. В этом рецепте очень важно соблюдать жирность молочных продуктов. Размер яиц М, средний, 30% сливки, 1,5% жирности кислого молока, кефир, 70 грамм подсолнечного масла без запаха, сливки и подсолнечное масло замеряла в граммах. Тесто по составу получается жидкое. Сейчас мы будем сюда еще добавлять муки. Так, сейчас отмерю еще муки. Вот я еще подготовила 275 грамм муки. Буду высыпать ее постепенно и вмешивать в тесто. Вот тесто вымешано. Посмотрите, какое оно должно получиться. Очень мягкое. Но вот с силиконовой ложки спадает и не прилипает. Такое мягкое, не липнущее тесто. Слегка липнущее.
Чтобы тесто во время расстойки сверху не покрылось корочкой, его нужно прикрыть крышкой. И отправляем в теплое место. Оставляем отдыхать при комнатной температуре. Прошло 2 часа, тесто отлично отдохнуло. Друзья, я в рецепте не указала, что в просеянную муку добавила 3 пакетика разрыхлителя. В каждом пакетике 16 грамм. Вот 1 килограмм муки, который я добавляла в тесто, туда нужно будет заранее добавить 3 пакетика разрыхлителя. Тесто готово к работе. Рабочую поверхность присыпаю небольшим количеством муки. Беру кусок теста и раскладываю его в пласт толщиной 8 миллиметров. Вот, посмотрите, какое мягенькое тесто. Вот таким тесто и должно быть, оно слегка липнущее. Семь-8 миллиметров будет достаточно. Вот так у меня получилось. Теперь делаем разрезы, нарезаю на полоски. В нарезке можно использовать также фигурный нож в виде колесика. Нарезать можно на ромбики, прямоугольники, треугольники. Кому как нравится. Вот, если режешь наискосок, то получается ромбик. В середине делаю надрез, не доходя до краев. И вот беру заготовку за один краешек и протягиваю его внутрь через надрез. Вот так вот, выворачивая наружу. Все очень просто. Жарить кребли вот буду в большом количестве растительного масла. Готовность масла можно проверить с помощью деревянной шпажки. Вот если посерединке собираются пузырьки, значит масло готово к работе.
Смотрите, как кребли поднимаются хорошо. Жарим до золотистого цвета с одной и с другой стороны. Жарко на умеренной температуре. Первая партия креблей готова. Посмотрите, какие они красивые, румяные, воздушные. Эти кребли практически в себя не впитывают жир. Но если вы хотите, чтобы ни единой жиринки тут не было, просто складывайте кребли на бумажные салфетки. Они впитают в себя весь лишний жир. Следом пошла вторая партия. И вот таким образом буду поступать, пока не перепеку все кребли, пока не пережарю. Поднесу кребель поближе к камере. Вот, посмотрите. Друзья, вот такая гора креблей у нас получилась. Вкус креблей вкуснее некуда. Это я вам гарантирую. Эти кребли вам всем придутся по вкусу. Креблям можно подать варенье любое на ваш вкус. Вот все что угодно. Их и просто так кушать сплошное удовольствие. Вот давайте сейчас возьму один отлежавшийся кребель и покажу, как он выглядит в разломе. Вот, посмотрите, выпечка свежая, еще похрустывает. Вот, посмотрите. Ну не красота ли? Тесто очень мягкое, воздушное. Кребель вот буквально такой вот невесомый в руках. Давайте сейчас еще один возьму. Эти кребли на вашем столе уж точно не залежатся. Вот, смотрите. Непременно попробуйте испечь вы. Это очень вкусно. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.